Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Только ведьмака этой братве не хватало. Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть! Геральт из Ривии, живой и здоровый. Ты говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот еворник? Понимаешь ли, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь, вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободная Тимерия. Ради него я пойду на все. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова, не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром? Я серьезно. Это был риторический вопрос, так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить, когда идти в атаку, а когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая, порывистая. А в партизанской войне один неверный шаг, и все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере, потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной, я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы, помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой подать. Правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Ты и тут бывал, и там. Вот ты мне скажи. Ведьмак ведь У не них может в оспой Новиграде заразить, правда а? такая мода, чтоб манду брить? А правда, что ты когда-то королей убивал? Мы с кровью нашим заплатим командиром? за свободную Тимерию. Смерть черным! За речку-то надо повнимательней. Один неверный шаг, и их хер оторвут. Ты и тут бывал, и там. Вот ты мне скажи. У них в Новиграде правда такая мода, чтоб манду брить? За речку-то надо повнимательней. Ведьмак ведь не Один может неверный оспой шаг, заразить, и а? их хер оторвут.
Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там, у... Смерть черным! Атма! Каирхе! Похоже, мы опоздали. Геральт, надо ей помочь. За мной! Идиотка! Геральт, надо ей помочь. За мной! Ты хоть раз с ведьмаком дрался? Хорошего понемножку. Иди сюда. Ты где, сука, был? По ягоды собрался? Роше, Я не хочу с тобой разговаривать, Геральт. Прощай. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону,
самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там, у... Смерть черным! Одна! Каирха! Похоже, мы опоздали. Идиотка. Геральт, надо ей помочь. За мной! Не стой! Все, хватит. Идиотка. Геральт, надо ей помочь. За мной! Не стой! Нехорошо. Идиотка. Геральт, надо ей помочь. За мной!
Идиотка! Геральт, надо ей помочь. За мной! Вот сука! Что? Яйца отвалились! Жалкое зрелище. Тимерия! Ну, сколько мне еще ждать? Хватит ли тебе отваги, варвар? Нехорошо. Еще можно сдаться.
Хватит болтать, к бою! Да! Да! Жалкое зрелище. Это все, что ты можешь? Все, хватит. Что, драться расхотелось? Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание, и вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу! Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться. Я твой командир, и ты будешь меня слушать. Ты по-прежнему в армии, мать твою, за ногу! Я не могла их бросить, они нам помогли. Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милителе, учись на знахарку. Ёбаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Френ. Ого, похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость.
Роше прав. Кроме того, убить безоружного... Ше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли! Это же садисты, оккупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Морантайнг. Сдирмандава. Иди, пока я не передумал. Ладно, идем, пока патруль не появился. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Ты что, с медведем танцевал? Оставьте меня. Из лесу рысью кавалерия пошла, а от болот пехота. Наши сдаваться собрались. Боги от нас Да, видно, отвернулись. черт не было. Эй! Боги, скоро полнолуние. Окна получше запри. Гвоздь железный в притолоку вбей. Еще бы миску молока через порог. Бывало, Тогда что в вороны базарные точно бы дни не сало вошли. на телегах горой лежало. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Оно ничему каждому девое, и лопухи пучками. А торговаться будешь до скончания жизни.
Только ведьмака этой братве не хватало. Ну и ветер. Командир, там туча чудовищ и ловушек. Вот управимся с колдуньей и за вас. Посмотри. Из дюжины трупов там еще. Колдунью найти все труднее. Я хотел на трупы. Развлечься Приказали пещеры тоже обыскать. хочется. Значит, обыщем. Какие-то проблемы? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Я решение твоих проблем. Меня прислал Родовид. А, так мы тебя ждали. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Прекрасно. Позволь, я это заберу. На, подавись. Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем, но была там. Это наверняка. С чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с Локмуины. Мало было вырвать ей глаза. Родовид должен был ее на месте прикончить. А так она превратилась в сову и сбежала. Через Каэдвен, Реданию и в конце концов оказалась здесь. Что там внутри? Да чего только нет. Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработала. Видишь, эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища. Едва ноги унесли. Там еще остались твои люди? Вошло туда больше дюжины, а вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвы. Ну, посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. С меня этой работы. Как думаешь, найдет он что-нибудь? Это Трубака? Да не в жизнь. Он ведьмак. Ведьмак или нет? Берегись, Он ублюдок. умрет раньше, чем ты Грудь раздавлена, ребра, наверное, проткнули Есть легкие. один проверенный метод изгнания ведьмы. Родовид платит тебе за то, чтобы Местами ты мясо слонялся. обуглилось до костей. Сейчас блевану со скуки. Многое можно узнать, если есть в руках кусачки или раскаленные щипцы.
Где-то должен быть механизм, отпирающий дверь. Не хватает одной петли. Отличное убежище для совы. Здесь не развернешься. Порталы. Прекрасно. И охотники на ведьм в них уже покопались. Работает. Кто бы мог подумать. Ненавижу порталы, от них все нутро переворачивается. Накеры, как и следовало ожидать. Они любят такие места. Давай. Лера, не активирован. Может, получится его включить. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Должно заработать. Получилось. Портал есть. Стой! Не подходи! Убери, пока не поранился. Постой! Ты ж тот ведьмак! Это ж тебя король обещал прислать! Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно?
Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ. Но я покрепче буду. И потом тут такое должно произойти. Я узнаю, что именно, и Родовид это оценит. Он возвысит меня, а может и медаль даст. И что, по-твоему, должно здесь произойти? Ох, подробностей не знаю, но я нашел записки Филиппы Эльхард. Там про Иду Эмиан, Маргариту Луантиль, Франциску Финдебаир и Френгелию Вига. Я так понял, они собрались тут встречаться. Думаешь, Филиппа еще здесь? Пойди знай. Сколько-то пещер мы обыскали, но тут же сплошные закоулки. Спрятаться легче легкого, и не только сове. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя защищу. А если не сможешь? Будь послушным охотником, отдай мне кристалл. Я послушный охотник. Бери. Маховое перо, край истреп. Это совиное перо. Любовные письма. Интересно. Филиппа порвала с какой-то женщиной ради Дикстры. Ну, попробуем. Видимо, это ее лаборатория. О, туннель. Куда он ведет? Элемент питания есть.
верхний уровень. Конечно, как без стражи.
Кровать, стол, пара стульев. Скромный, но все-таки дом. Агаты. Филиппа всегда носила такие на шее. Только почему они в крови? Она с кем-то дралась? Или использовала их в своих экспериментах? Окровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Окровавленные хирургические инструменты. Филиппа проводила тут какую-то операцию. Кристалл из мегаскопа. Сильно поцарапанный. Записки. Сожжены почти дотла. Ничего не разобрать. Мегаскоп плавился, весь в копоте. Может, какие-то кристаллы уцелели. А это что? Анисовое семя, береста. Это сильные обеззараживающие. И еще одно перо. Сомневаюсь, что Филиппа держала птиц, она превращалась сама. Надо было идти за ним. Прямо в пасть к Ты жив? Нашел что-нибудь? Сожженные бумаги, гнездо накеров, крыс. Ничего интересного. Что-то мне не верится. Я говорю правду. Вы, охотники, больно подозрительные. И не без причины. Схватить его! Он мне нужен живым. Живым! Слушаю! Заклятие! Ты у меня на костер пойдешь!
Покончим с этим. Рассыпаться! Ты жив? Нашел что-нибудь? Тебя это не касается. Ошибаешься. Я слуга короля. Все, что касается его, касается и меня. Отдавай, что нашел. Мы доставим это королю. Не забывай, с кем говоришь. Приказывать своим людям будешь. Ну, как хочешь. Схватить его! Потанцуем? Уладим все побыстро. Ты жив? Нашел что-нибудь? Сожженные бумаги, гнездо накеров, крыс. Ничего интересного. Что-то мне не верится. Это твои проблемы. Ты ошибаешься. Схватить его! И быстро, и больно. Обходи с двух сторон! Жалкое зрелище. Ну давай, подходи. Сука! Рассыпаться! Слушаю! Тебя убью! Он его убил! Бери меч. Да здравствует, да здравствует. Плевать меня тянет от сегодняшней жратвы. Тьфу. Это корабль его королевского величества Родовида V.
Короля Редании, что ты здесь ищешь? Я хочу увидеться с королем по делу Филиппа Эйльхарт. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Ведьмак, есть успехи? Ты нашел Эйльхарт? Она действительно пряталась там, где сказали твои люди, но я опоздал. К счастью или нет, трудно сказать. В ее убежище произошел пожар. Скорее всего, Филиппа погибла в пламени. Подходящий конец для ведьмы. У тебя есть доказательства? Нет, но могу дать слово. Твое слово? Ты даешь мне слово? Извини, но сама Эйльхарт научила меня не верить словам. А потому и говорить ни о чем. Прощай. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Такие, как ты, только болезни разносят. Ну, хорошо. Вечный огонь осветит вам путь.
Тьма! Всюду тьма! Вижу тьму! Чего ты тут будешь знаешь, жить? что он пьет Чудовищ, да нету. А он? Снова ты здесь крутишься, ревийский бродяга. Я знаю, как спасти Лютика. Но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, что ты придумал. Наш Доплер воплотится в Менге и отдаст приказ перевести Лютика в Оксенфурт. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально! Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал, а на следующий день появлялся в другом обличии. Но в тот раз он не вернулся. Ты давно знаешь Дуду? Это странно прозвучит, но я не уверена. Похоже, он крутился вокруг меня долгое время, под разными обличиями. Пытался привлечь мое внимание. Не удивлен. Спасибо. Я ничего не понимала до тех пор, пока он не решил поставить на карту все и не прикинулся Лютиком. А как ты поняла, что это не Лютик? Дуду не умеет петь? Нет. Он просто не говорил все время о себе. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и труппы Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть он любит бывать в театре? Да. Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лиз. Если актеры готовы помочь? Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. Ирен и ее труппа очень ему обязаны. Как Дуду сдружился с актерами? Это я их познакомила. У нас была премьера, а Максим лежал в гардеробе пьяный, как пингвин. Так что я сразу подумала о Дуду. Трудно представить себе лучшего дублера, чем Доплер. И Дуду так просто признался, кто он? Сначала я не хотела никому говорить. Но Дуду и Ирен сразу пришли друг другу по душе. И ему так понравилось в театре. Что он начал с вами выступать? Да. А теперь Ирен мучает совесть, что мы позволили ему рисковать. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести в сюжет пьесы сообщения для Дуду, возможно, мы выманим его из укрытия. Замысел неплох. Только парой строф тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представления, которые знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Что-то новое, громкое. То, что сразу привлечет внимание Дуду. Важнее всего – хорошее название. Об этом должен весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Не знаю, гожусь ли я в драматургии. Может, займешься этим сама? Будет быстрее, если ты мне поможешь. Вот увидишь, это очень забавно. Можно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное – передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика.
Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование, а значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Более-менее. Этого достаточно. Теперь найдем соответствующую форму выражения. Нужна современная увлекательная история. Может, о повестских кондотьерах? О, знаю. Лоренцо Молла. Прекрасный, но безжалостный разбойник и Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга, ведьмака, который, в свою очередь, готов на все, чтобы спасти свою дочь. Нет, возлюбленную. Как тебе? Хороший замысел. Ты думаешь? Лоренцо Молла, да. Хотя нет. Подожди. Есть. Я знаю. Мы поставим историю о еже из Эренвальда. Тайное венчание, проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь, Но... и все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну Паветту. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Ты мне дашь вставить слово? Или ты сама уже все решила? О чем ты? В этом и заключается творческая работа. Мы обмениваемся мнениями, из которых потом выбираем лучшее. То есть твое. Ну, в конце концов, я лучше разбираюсь в театре. Ну, ты, конечно, тоже принимаешь участие в творческом процессе. Лютик тебе потом объяснит. Мы должны придумать хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно. Мы же соавторы. Я просто руковожу. Пока у меня две мысли. Избавление Доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится? Пусть будет избавление Доплера. Так короче, а значит проще запомнить. Есть только одна проблема. В истории о Паветте и заколдованном еже нет Доплеров. Не страшно. Заменим ежа на Доплера, и все получится. Главное передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает Доплера, ясно? Хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме. Но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, я начну писать. Пусть будет комедия. Хорошо, в таком случае я берусь за работу. А ты сядь где-нибудь в углу. Почитай или там подумай, ладно? Хорошо. Эй, Геральт, какая рифма к слову «ведьмака»? А карака? Молчи дальше. Все. Будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр. Но времени у нас нет. Главное передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты вставишь в текст что-нибудь вроде «Приходи в зимородок» или... Но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты же написала ее специально для того, чтобы выйти на связь с Дуду. Ну хорошо, вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму. Или будем импровизировать. Сперва отнеси текст мадам Ирен. Знаешь, где ее искать? Ее труппа выступает в переулке Мясников. Потом присоединяйся к нам. Бывай.
викарий. Чем могу служить? Чем сегодня кормят? До свидания. Ну, давайте выпьем. А ну, темнее. Здесь выступает труппа мадам Эрен. Ну да. Только для входа нужен билет. Представление-то пока не началось. Актеры просто так что-то там повторяют. Но и на это дело тоже поглядеть любопытно. Так что, дать билетик? Ты же сам сказал, представления нет. Ну билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Да, один. Держи. Только не мозолим глаза. На этих репетициях актеры жутко стесняются. Бедный ревиц. но... Честью богат. Мандибула. Так, что Ну и теперь? грозный у тебя вид, твоя милость. Сама не... Мадам Эрен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. У Лютика неприятности. Об этом я догадывалась. Вопрос, насколько серьезный. Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты про жрецов Вечного Огня? Хуже. Я попробую вытащить его из этой истории, но сперва мне нужно связаться с Дуду. Но ведь он тоже пропал. У меня есть идея, как его сюда заманить, но для этого мне понадобится ваша помощь. Я могу на вас рассчитывать? Конечно. Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу. Такую, чтоб народ к вам в театр валом валил. Ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса. И кто ее напишет? Присцилла.
Пьеса уже готова. Это история о ведьмаке, который спасает Доплера. Звучит недурно. Я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей. И о какой-нибудь охране. Ты займешься этим? Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город, нужно поговорить с кайрами. А что за кайры? Это группа уличных артистов. Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в Обрезках, в каменном доме рядом с парком. Но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может, они отошли от дел? Я все узнаю. Спектакль о Доплерах может не всем понравиться. Но чтобы сразу вот так нанимать охрану? Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее топоры, тесаки и кирпичи. Ну хорошо. Вы знаете кого-нибудь подходящего? Может, поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Спасибо за помощь. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания. Я додумала, хуже быть не может. Чёртовы охотники за колдуньей. Хо-хо! Какой забияк! И что же случилось с этим Нечего целителем? языком трепать. Я шел себе. Огонь, отец всего сущего. Этот дом, он всегда такой кривой. Все дороги ведут в Махакам. Красивая мелодия, только ужасно грустная. Значит, она передает мое настроение. Чего ты здесь ищешь? Я ищу Кайр. Это вы? Нечем нам платить. Оставь нас в покое. Это какая-то ошибка. Прости. Я думала, домовладелец нанял нового бандюгу, чтобы содрать с нас денег. Нового бандюгу? Большое спасибо. Прости, ты грозно выглядишь, а у нас в последнее время одни неприятности. Ниса в последнее время вся на нервах. Да у нас у всех. Не нужно мне от вас никаких денег. Наоборот, я сам готов заплатить. Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу мадам Ирен. Ох, боюсь, это невозможно. С тех пор, как мы стали петь балладу о жреце Хемельфарте, у которого на уме только шлюхи и жратва, к нам прицепилась банда Толстого. Это кто такие?
Обычные разбойники на службе церкви. Теперь полно таких. Они угрожали Нисе. Говорили, что отрежут ее острые уши. Не дают нам выступать. Прогоняют зевак, ломают инструменты. А последнее время постоянно караулят у нашего дома. Мы уже не знаем, что делать. Они только угрожали? Пока да. Но это вопрос времени. Ниса слышала, как они говорили о поджоге. Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой, если я отважу от вас Толстого и его дружков? Конечно, но это будет нелегко. С ними не сговоришься. Я и не собирался с ними разговаривать. Повтори, что ты сказал. Я ничего не говорил. А ты знаешь, что это? А, вот и Эй, вы. толстый, глянь-ка. Сдается мне, у него кошачьи глаза. Ну точно. Видать, мать его, коты на крыше драли. Ты чего потерял в городе Вечного Огня, паршивец? Оставьте музыкантов в покое. Это те гниды, что оскорбили иерарха Хемельфарта. Бабником его обозвали. Да я скорее в священный огонь носу. Пусть только спустятся, поэты недотраханные. Я им эти флейты в жопу засуну, богохульникам. А уж тогда, что не пернут, сразу новая мелодия. Оставьте музыкантов в покое. Да, оставил. В покое. Что за хрень? Черная магия. Колдун ебучий. Не лезьте ему под дверь! Ну давай. Ах, сука! О, люди! Дал ты им прикурить! Здорово! Раз, два! Через спину и по башке! Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Спасибо. Большое спасибо. Да что там. Не за что. Ну как же. Я хорошо помню, что мы обещали за помощь. Будем расхваливать пьесу Ирен, пока не охрипнем. Сколько вы за это хотите? Ничего. Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе. Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним. Так, быстро собираемся и на улицу. До встречи. Береги себя. Буду теперь следить за каждым твоим шагом. Стражников береги, что хочешь. Они хуже разбойников. Ну и ну, вот так чучело. По кругу гони! К югу отсюда! Нет никого! Слышно, мать. Хорошая схватка. Неплохая работа ног. Ты со мной пришел силой мериться или с Галом?
Ведьмак против бестии из Метины! Инстинкт убийцы против первобытного безумия! А вы действительно нильфгаарцы? Мы, сука, с Метины, не с Нильфгарда! Скормлены дикими псами на равнинах Магдира! Кровные братья с грязных арен Метины! Кто отважится выйти против дикарей с юга? Кто посмотрит в глаза бестия? Я хочу нанять вас в охрану. Мы ставим театральное представление. Мы должны херачиться на сцене? Вы должны следить, чтобы никто не нахерачился у сцены. Это ты не по адресу. Нам бы где подраться? Я хорошо заплачу. Заработаете больше, чем здесь. А Махач предвидится? Не исключено. Из достоверных источников знаю, что могут и кирпичи в ход пойти. Гау! Хочешь херачить кирпичников? Хочет! Уж я его знаю! Давай деньги и не боись. Охранять мы придем. Все сделаем в лучшем виде. По кругу гони! Я, кажется, влюбился. Вы видите то же, что и я? Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. А вот и ты. Мне удалось нанять охранников. Отлично. Одним вопросом меньше. Я хотел обсудить текст пьесы. Совсем неплохо написано. А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра. А теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому дать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. Вы хорошо зарабатываете на представлениях? По-разному бывает. Если угадаешь момент, публика едва вмещается на площади. А иногда весь заработок – горсть медиков. Разумеется, ты тоже получишь гонорар. В конце концов, сейчас ты часть труппы. Спасибо. Кто сыграет ведьмака? Один любитель. Я с ним еще не работала. Но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично. Он в труппе недавно? В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. Какой из меня актер? Не знаю, может, вы не заметили, но с экспрессией у меня слабовато. И это очень к месту. Ты же будешь играть ведьмака, а не княжну. Ты должен появиться на сцене, чтобы Дуду тебя увидел. Ведь ради этого мы пьесу и ставим. Верно. Как-то я сперва не подумал, что до этого дойдет. Ничего с тобой не случится. Просто выйдешь на сцену с большим мечом, состроишь грозную мину и произнесешь несколько реплик голосом, как из бочки. Справишься? Подумаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. Пусть играет Присцилла.
Не обижайтесь, но большинство людей... Обращает на внешность больше внимания, чем на способности. Понимаю. Я дам ей знать. Уверена, она справится. Кого вы видите в роли князя Доплера? Я выбираю между двумя кандидатами. Безопаснее было бы взять Абеляра Ризе. Он в нашей труппе давно, работает безупречно, но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Рискнем и дадим эту роль Максиму. В последнее время у него была светлая полоса. Может быть, он нас не подведет? Так, роли мы распределили. Похоже на то. Ну что, готов выйти на подмостки? Я просмотрел текст по дороге, просто из интереса. Так что можно начинать хоть сейчас. Тогда не будем терять времени. Идем на сцену. Золтан, что ты тут делаешь? Я слыхал от Присциллы, что вы собрались ставить пьесу, и ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя же такое пропустить. Скажи, тебя оденут в ритузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи! Дамы и господа, достойные обыватели священного города Новиграда, приглашаем на блестящую комедию под названием «Избавление Доплера». В ролях ведьмак Геральт в роли самого себя, Катарина в роли королевы, Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит любимец публики Максим Болье. В роли княжны вы увидите прекрасную, очаровательную девушку-министреля, обладательницу соловьиного голоса Присциллу. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Для куражу винишко глотну я слегка. Ведьмак, о поддержке молю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же голову, ты у чудища злого, а награду я дам на подушках пуховых. Избавлять от чудовищ. Моя жизнь и работа. Я ее и за даром исполню с охотой. Он крючок заглотил. План удался отлично. Коль жених на балу поменяет обличье, тут ведьмак и пронзит чудо-юдо, как спицей. Да и гости другие с ним станут биться. А, только жаль мне дитя. Будет плакать девица, но не брать же мне монстра в зятья, чтоб срамиться. Нас призвал сюда повод, достойный волнения. На помолвку княжны всяк идет без сомнения. А про чудовище ни слуху, ни духу.
Может, он среди гостей и сейчас меня слышит. Любимая, долго срывали мы наши огненные чувства. Целый месяц таили мы страсть и томление. Так довольно секретов, вот тебе предложение. Ну а после, в покоях, я сдеру с тебя платье. Я согласна, любимый! Согласна! Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им, или счастье их древним омрачится проклятием. Измена не вино, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали. Люди, он не князь. Это Доплер принял его облик. Вот так пара. Княжна и полиморфная особь. Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его, и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет? Я люблю его страстно. Прочь клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Люди, помните, делает монстром не облик, а воспитание, бедность, пьянство и долги. Прав, ведьмак. То подлого слуги наветы. Меня сбили с пути его злые советы. Человек ли мой зять или Доплер, неважно, любит дочь моя искренне, сердцем отважным. Мораль истории любой из вас постиг. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый Доплер тебе будет другом. А тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда этого изменника! Эй вы, слышали, что княжна приказала? Господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменников в кандалы! Не бойся. Все потом жили долго и счастливо. Скоро Доплер с княжной и свадьбу сыграли, из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь! Всех на костер! Да успокойся ты! Не видишь? Тут шутки шутит. В комедии даже Игуль мог бы князем стать. Не переживай, сука. Геральт, как ты меня распознал? Привет, Дуду. Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит,
Ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то? Давно уже я так не смеялся. Расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, ублюдку и храмовой страже? Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Почему ты не связался ни с Присциллой, ни с актерами? Я был в театре несколько раз в разном обличии, но так и не отважился. Не хотел их подставлять. Но когда услышал про новую пьесу, то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но, наверное, я б ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался и каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цириллу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт? Превратись в нее. Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так таращитесь. Все, хватит. Это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями. Но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Нутром чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Оксенфурт. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Никто не знает, что Менге нет в живых, поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников? Скажем так, я был рядом. Жалко, я этого не видел. Лютика держат на Храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным, и они начнут меня расспрашивать? Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же доплер. Да еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в сисястую бабу или, ну, я не знаю, в галку там. Ясно. Спасибо. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду во враге. Геральт присоединится к нам, и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Да,
До встречи во враге. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Ле Шарель? Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в Шалфей и Розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. Ты неплохо справился для первого раза. Всего пара мелких ошибок. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Жаль только, Максим пришел пьяный. Некоторые хотели вернуть деньги за билеты. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Каэр-Морхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Ой, проголодалась. Ничто не причиняет такой боли, как жизнь. Ну ж давайте выпьем. И жить не хочется. Не крутись тут. Я же заплатила тебе за месяц вперед. Ну да, но по старой ставке. А теперь риск больше, значит больше и причитается. У меня уже нет денег. Но зато есть кое-что еще, дамочка. Отдавай ожерелье и проваливай отсюда! Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Бери вещи и пойдем. Идите отсюда! Сейчас же! Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала. Что, ты злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Я волновался за тебя. Город кишит охотниками. Я знаю. Все было готово. Мы должны были отплывать. Но охотники нас опередили. За одну ночь они закрыли все ворота. Поставили стражу на каждом перекрестке. А потом начали прочесывать город. Улица за улицей, дом за домом. Они задерживают каждого, кто кажется им подозрительным. Большинство – простые люди, у которых оказался при себе амулет из клевера или кроличьей лапки. Но иногда они находят мелких чародеев. Самое время забыть о своих собратьях. Спасай себя. А ты смог бы бросить Весемира, Эскеля, Ламберта? Смог бы это сделать, чтобы спасти свою шкуру? Я понимаю, что ты обо мне беспокоишься. Но я не могу их просто оставить. Я знаю, что ждет тех, кто попадет в руки охотников.
Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. Боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. До порта вы так просто не дойдете, на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в Зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных, или сразу идти в Зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди. Да. Это она! Хватай шлюпку! Живьем! Где убежище? Недалеко. В обрезках. А сейчас нельзя обращать на себя внимание. Да. Покуда нильфы в Каэдвене по лесам за Патруль! партизанами... Они не должны нас заметить. О! А! Один раз так набрался, что из ушей кровь пошла. Это они, как я и говорил. Чародей этот ебаный, его девка тоже ведьма. Там что-то происходит. Неплохо. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделали. Как же. Все так говорят. Мерегольд. Обещали 2 костра, а будут 4. Живым! Заклятие!
очень неприятно. Но мы должны идти. Без него мне незачем. Геральт, помоги мне. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, анейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Где-то я тебя видел. Это они, как я и говорил. Чародей этот ебаный, его девка. Слышишь? Тоже ведьма. Там что-то происходит. Неплохо. Взять их. Нет, умоляю вас. Меригольд. И ведьма. Обещали 2 костра, а будут 4. Вы в порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь. Я не так глуп. Бертольд, Ты видела, что творится на улице? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Я не могу гарантировать, что если вы пойдете с нами, все будет хорошо. Но если вы останетесь, то погибнете наверняка. он прав. Мы где-нибудь спрячемся. Переждем. Дорогой, умоляю тебя. Заткнись. Я тебе говорил зимой, что надо отсюда уехать. Но нет, тебе было неудобно. Ну так вот тебе. Ты этого хотела. Пойдем. Сейчас же. Пойдем. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. Сколько вам за них дали? Господин, пощадите. Сколько вы получили? Меру зерна, бочку селедки? Оставьте его. Это я его подговорила, чтобы он в стражу пошел. В конце концов, их все равно бы нашли, а тогда бы и нас сожгли. Убирайтесь нахер, а то вы все равно закончите на костре. Но это как же? Стражники могут решить, что это была засада. А за такое знаете, что грозит? Это же наш дом. Нельзя же так просто... Делайте, что хотите. Мастер маг? Стой! Ты слышал? Там еще 2. Взять их. Ты проверяла каналы под Зимородком? Нет. Я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только, еще год назад стражники кланялись чародеям на улицах. А теперь? Теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Но вот остальные без меня нет. Ну да. О! Нет. Да. 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 Не видно ни стражи, ни Да. охотников. Значит, все в порядке. Холера. Они уже там. Ну что ж, как угодно. Вот. Он его убил! Вечный огонь обратит тебя в пепел. Холера. Мы слишком задержались. Нет, мы спасали 2 человек.
Да, ценой его жизни. Хорошо, что мы успели прежде, чем они отыскали укрытие и схватили остальных. Я не могу считать жизни, Геральт. Но сейчас не время для траура. Пойдем со мной. Сюда, Геральт. Да. Трис, что случилось наверху? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. К чему эти слезы? Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это вредит красоте. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в Ковер? Нет, но я помогаю переправить туда остальных. У меня такое чуткое сердце. А почему твое чуткое сердце затрепетало только сейчас? Чародеев жгут уже много месяцев. В таких масштабах только с недавних пор. А кроме того, хорошо иметь друзей в Ковере. Особенно при дворе короля Танкреда. Трис будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом, пока убедились, что в Ковере нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей. Пока нашли капитана, которому можно доверять. Мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Значит, мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите. Достанут и убьют. Возможно. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно, с оружием в руках, а не на костре, моля о пощаде. Если что, я буду вас защищать. На мою помощь вы тоже можете рассчитывать. Да, помощь риданского шпиона. Соглядатая Давида. Но это было давно. Ты воспитал этого безумца. Ты научил его убивать. Не время сводить старые счеты. Дискуссия окончена. Я спускаюсь в каналы. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом, а ты, Dijkstra, отправляйся в порт и проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Я надеюсь. Трис, ты действительно хочешь идти со мной? Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше ничего не говори. И иди вперед. Если только выйду из этого живым, брошу чары к ебени матери. Удачи! Именно этого и ждут церковь и Родовид. Чтобы магия исчезла, и мы прошу, вместе с ней. оставь Да. меня в покое. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Угу. Уже скоро. Да. Тебе конец!
Да. Я тебе этого не прощу! Давай! Библиотека? Смотри, стихи Гонсало де Версо. Хроники Якоба Варацци. Невероятно. И все редкие издания. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Надо спешить. Да. Трис, я нашел выход. Ну, сколько мне еще ждать? Да. Погоди. Слышишь? Холера! Как их много! Красота. Неудивительно, что здесь было столько крыс. Кто сбрасывает сюда все эти трупы? Мы под рынком. Рядом с резиденцией Карла Вареда, Тисаке. Думаю, это не совпадение. Ну да. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? Пара укусов на стопах и лодыжках. Но это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнется заражение. Позже, Геральт. Сначала мы найдем выход к порту. Тело бледное и иссушенное. Что, драться расхотелось?
Раны только в области шеи и горла. Да, да, да. Следы от когтей, длинных и острых. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Это какой-то низший вампир. Не отходи далеко. Атака! Кто? Вампир. Берегись, он ядовитый. В каналах всегда столько интересного. Да, к счастью. К счастью? Это мой постоянный источник дохода. Ну, пойдем. Ты слышишь? Чайки! У нас получилось. Пойдем. Надо подготовить корабль, пока охотники не поняли, что происходит. Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться? Как корабль? Старая калоша. Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А До Ковера доплывем? если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Мне помочь? Я могу сыграть на скрипке или сбегать за цветами и шоколадкой. Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем брать демонов! Это мне напоминает Я что, похож на чародейку? Я что, похож на чародейку? Рыжую, как собака. По кругу гони ему воистину по-графски. Белый волк. Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал.
и того, что у нас было. Я тоже буду о тебе вспоминать. И всегда с улыбкой. Госпожа Меригольд! Иду! Держись. И поцелуй от меня Цири, когда ее найдешь. Баран ты. Что? Баран, козел, остолоп. Ты даже не пытался ее удержать. Еще раз тебя спрошу, потому что в прошлый раз нас прервали. Какого хера ты интересуешься, с кем я? Если я скажу, что ты мне симпатичен, и что я хочу тебе добра, ты мне поверишь? Нет. И правильно. Ты просто должен держаться подальше от политики. Я это знаю, ты это знаешь. Что важно, Трис тоже. Но твоя вторая возлюбленная — нет. Она снюхалась с Нильфгардом, а ты, как всегда, пойдешь за ней. И, может быть, тогда мы окажемся по разные стороны баррикады. Мне бы этого очень не хотелось. Впрочем, до этого еще далеко. Поговорим о ближайшем будущем. Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе, в Банарде, Арткарайге, Гулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого, включая Йеннифер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования – симптом более серьезной беды. Реданией правит сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. 20 лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами – для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Родовид свирепый, скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе.
Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на Накера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт.